Привет, это Бабл на канале Технозон, и сегодня мы с вами будем смотреть YouTube в HDR. Да-да-да, это возможно. Мы это реализуем с помощью программы Smart YouTube TV. Также с помощью Smart YouTube TV можно реализовать передачу контента с вашего смартфона прямо на Smart YouTube TV. Правда, из YouTube по технологии очень похожей на Chromecast. Ну и, конечно же, реализовать 4К на тех Smart TV боксах, которые нативно в YouTube не поддерживают эти самые 4К. Smart YouTube TV поддерживает автофреймрейт на тех устройствах, которые поддерживают автофреймрейт, и это мега супер. Предыстория такова. Дело в том, что нативно YouTube не поддерживает HDR, и неважно, есть VP9 Profile 9 или нет VP9 Profile 9, все равно YouTube работать не будет. Я знаю всего лишь пару устройств, под которые был заточен именно гугловский YouTube. В частности, некоторые модели смартфонов LG и Sony. Но почему-то Android TV платформа к этим устройствам не относится. Хотя, казалось бы, Android TV это же для телевизора, и сейчас поголовно телевизоры уже поддерживают HDR-функцию. Да что говорить, дело в том, что все устройства на Android TV поддерживают этот самый HDR. Но благо нашлись энтузиасты, которые решили эту проблему и выпустили столь прекрасное приложение Smart YouTube TV. Мало того, мы там будем смотреть не только с HDR, но и без рекламы, и плюс 4К даже на тех устройствах, которые имеют VP9, но их нативный YouTube не проигрывает 4К. Ссылочку на скачивание этого самого Smart YouTube TV я положил в описании под видео. Но также я хочу напомнить, что на нашем канале происходят розыгрыши ценных призов и подарков. И на момент съемки этого видео это вот такая вот красавица NVIDIA RTX 2060 Gaming OC Edition. Обалденная видеокарта, и все условия тоже в описании под видео. Ну а также, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры очень интересных Smart TV боксов, девайсов, гаджетов, программ, сервисов, да еще и автомобилей, скорее всего, я советую вам нажать подписаться и колокольчик. Ну и, конечно же, в описании под видео лежат ссылочки на все наши паблики Viber, ВКонтакте, Facebook, Telegram-канал и мой личный Instagram. Ну а сейчас я вам говорю хавабанга, ребята, это же Бубльгум, поехали! Как всегда, показывать все действия я буду на своем любимом Хадасе. Находим Smart YouTube TV. Я его уже установил. Процесс установки абсолютно не требует никакого пояснения. Обычно после первой установки он предлагает войти в аккаунт. Войти в аккаунт проще простого. Вам достаточно всего лишь с любого устройства. То ли вашего смартфона, то ли планшета, компьютера, зайти просто на youtube.com activate и ввести этот код. И ваш Google аккаунт автоматически добавится в Smart YouTube TV. По дизайну Smart YouTube TV это обыкновенный Android. Мало того, еще и поддерживает голосовой поиск. Голосовой поиск мы с вами тестировать не будем, не наша с вами парафия. Нас интересует сейчас 4К видео HDR. Давайте найдем, вот, пожалуйста, 4К Коста-Рика. Давайте ее запустим. Вау, картиночка супер. Теперь нам необходимо выбрать пункт качества. Выбираем видео, и мы видим, что у нас здесь есть пункты качества именно с HDR. Это относится только лишь к тем видео, у которых есть изначально HDR. То есть видео, которые были сняты без HDR, не будут воспроизводиться с HDR, какой бы HDR не поддерживало ваше устройство, либо ваш телевизор, либо Smart YouTube TV. Мы выбираем с вами HDR, и все теперь заработало в HDR. Сейчас у меня работает 4К 60 FPS с HDR, и это работает просто перфекто. Вы можете увидеть сейчас фотографию, это профиль моего телевизора, который подключен через разветвитель. Мой рекордер, к сожалению, не пишет с HDR, но на телевизоре HDR режим включился. Вот, пожалуйста, фотография, смотрите, все работает идеально. HDR роликов в YouTube становится все больше и больше. Вот следующий ролик с HDR мы включим. Проверим качество, заходим в видео, и здесь нет HDR. То есть в названии есть HDR, а в самом ролике HDR нет. Вот как-то так, ребят, и HDR у меня действительно не включился. Кстати, мало того, Smart YouTube TV поддерживает автофреймрейт на тех устройствах, которые поддерживают автофреймрейт, и это мега супер. Вы можете выставить функцию автофреймрейт, можете выставить HDR, и Smart YouTube TV все это реализует. К тому же вы можете выбирать качество аудио, и это тоже отличная функция в этом самом Smart YouTube TV.
Вот есть 4К HDR Channel. Давайте посмотрим, что здесь. Real 4К HDR 60 FPS. Вау, 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 вау. Вы бы видели эти цвета. Ну, проверим. HDR. Теперь включаем мы с вами HDR. Блин, я жрать захотел, честно вам скажу. Цвета непередаваемые. Фух. Класс, красиво, действительно, он отлично работает с HDR, и к тому же, если я сейчас выйду в главное меню, вот я сейчас нажал на главное меню, то у меня телевизор переключился из режима HDR в обыкновенный мой цветовой профиль, который поддерживает приставка. То есть все это происходит автоматически. Можем вернуться в Smart YouTube TV, и он продолжит проигрывать с того места, на котором остановился. Что у нас есть еще из настроек? Есть у нас информация, это диагностическая информация, которую вы можете вывести и смотреть, как и какой формат показывает ваша приставочка. Пожалуйста. Мы сейчас включим еще какой-нибудь HDR ролик. Вот, Real 4K 60. Это тестовый ролик LG. Кстати, я его видел на огромной OLED-панели в магазине. Это было нечто. Смотрим. У нас сейчас он проигрывает HDR. Все просто супер. У нас, кстати, нет дроп-фреймов. Дело в том, что Smart YouTube TV это один из самых лучших плееров YouTube для телевидения, именно для телевизора. Теперь у нас есть пресет, где вы можете выставить изначально предпочтительную частоту кадров и предпочтительный кодек. Вы можете выставить 2К HDR, 4К HDR, и он будет пытаться по пресету включить в ролике этот режим, если ролик поддерживает такой режим. Есть субтитры, если они поддерживаются, есть зум, и вы можете это все растягивать по ширине, высоте, по ширине или высоте, и это все не поддерживает стандартный YouTube ATV. По качеству здесь все абсолютно понятно. Давайте еще полазим в главном меню. Есть домик, это в принципе домашний экран, где у нас есть новые, музыка, раздел развлечения и видеоигры. Ваши каналы находятся в этом разделе, и они появятся, как только я войду в свой YouTube аккаунт, вернее в свой Google аккаунт, и здесь хранятся понравившиеся, сохраненные или купленные видео. Но купленные видео относятся это только лишь к платному YouTube. Поэтому, в принципе, в настроечки заходим, звук, включите или выключите звук в приложении, это будет просто клацать переключение каналов. Автовоспроизведение у меня включено. Это значит, что при включении Smart YouTube TV он будет автовоспроизводить тот контент, который у вас проигрывался до этого. Режим высокой контрастности, ну, это уже решать вам, ставить контраст или нет. Безопасный режим. Эта функция позволяет скрыть нежелательный контент. Удобно для тех, у кого есть маленькие дети. Подключение автоматически. Вы можете передавать YouTube контент прямо в Smart YouTube TV. Здесь все это показано, поэтому все отлично работает. Вы можете выбрать страну, язык, очистить историю просмотра, очистить историю поиска, сбросить настройки, и сбор статистики. Сбор статистики у меня отключен, справка, отправить отзыв, ну здесь уже такое, ни о чем. Обновляется он автоматически. Хочу немного остановиться на подключении, да, давайте выберем какой-нибудь ролик, детские ютуберы. И вот мы подключены к одной сети, но я не могу воспроизвести это, поэтому выберем подключение вручную. Откройте приложение YouTube на телефоне, перейдите в настройки. Здесь есть такое. В настройках просмотр на телевизоре. Нажимаем просмотр на телевизоре. Телевизор не найден, возможно он выключен или не подключен к сети. Выбираем указать код подключения. Выбираем указать код и вводим 325 032 829 862. Подключить. И вуаля! Все, подключено. Это фактически решает вопрос реализации Chromecast на тех устройствах, которые его просто не поддерживают. Либо Miracast через YouTube Smart TV. Вот сейчас у меня ничего не воспроизводится, я могу выбирать контент, который хочу. Давайте выберем какой-нибудь другой у нас ролик. Да, он сейчас воспроизводится. Мы выбираем обыкновенный значок Chromecast и есть транслировать на устройство YouTube TV. Пожалуйста. И оно все передает и работает. Отличная реализация передачи по типу Chromecast или Miracast для тех устройств, которые их нативно не поддерживают. На самом деле очень супер. Вы можете продолжать искать здесь контент, либо вообще его загасить, этот телефон выключить, отложить в карман и смотреть тот контент, который вам нравится на телефоне, вот прямо на своем Smart YouTube TV. Отличная реализация, мне очень нравится. Поэтому я готов уже пройти, прорезюмировать данное приложение.
Что ж, Smart YouTube TV позволяет нам реализовать HDR на нашем Smart TV боксе, позволяет реализовать 4К 60 FPS там, где не поддерживает Smart TV Box вообще 4К нативно в YouTube. Но вам следует знать, что для того, чтобы реализовать 4К, вам необходимо иметь VP9 кодек в вашем Smart TV боксе. Мы знаем, что на нем можно реализовать трансляцию с вашего смартфона, из YouTube с вашего смартфона, прямо на ваш Smart TV Box в Smart YouTube TV. При этом ваш телефон не транслирует видеоконтент. Ну и, конечно же, огромное количество настроек просто делает эту программу must have. И команда Технозон настойчиво рекомендует иметь это приложение в вашей коллекции Smart TV Boxer. Ну что ж, а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.